Недавно один мужчина мне написал такие слова: Андрей Андреевич, можно ли стать богатым? Допустим, я написал 10 песен, или там я снял фильм, или я написал книгу, я написал 10 статей или 100 статей. Почему там я не становлюсь популярным и так далее? Я картину написал и хочу ее, вот мне кто-то там отправил в Телеграме: Андрей Андреевич, вот я картину нарисовал маслом, там нарисованы банкноты, называется «Энергия денег». Могу ли я эту картину продать за $1 миллион США? Ну и мне хотелось бы несколько слов сказать об этом. Конечно же, когда вы видите, допустим, там, популярного блогера Дудя или, допустим, блогера там, Дмитрия Гордона, которые проводят интервью где-либо, и к ним на их страницу в YouTube или их страницу какой-либо заходит огромное количество людей, там 100 тысяч за один просмотр, 1 миллион человек за один просмотр и так далее, то обычно мы думаем, что это происходит как бы само по себе. На самом деле вы видите только блогера, а в целом это самый настоящий экономический или творческий финансовый проект. Итак, что это и как это все делается? Вот смотрите, допустим, Дмитрий Гордон или Гордон, он решил стать человеком, к которому будут приходить гости. Что он начинает делать? У него есть определенная сумма денег. Он берет эту сумму денег и звонит или идет навстречу к какому-нибудь очень популярному блогеру или к очень популярному человеку и предлагает этому человеку сняться с ним в интервью, заплатив ему энную сумму денег. Допустим, он идет там к Горбачеву, или идет еще к кому-либо, или идет там к Мангерштерну, или идет там к Филиппу Киркорову и так далее. И говорит: Филипп Бедросович, я вам заплачу 30, 50, 100 тысяч долларов за то, чтобы вы провели со мной интервью. После чего он приходит и это интервью записывает. При этом это интервью становится популярным, потому что на фоне или на волне популярности Филиппа Бедросовича появляется желание людей смотреть на популярного героя или героя своих, раскрученного героя или раскрученного поп-артиста и так далее. При этом это видео становится популярным, после чего люди видят, как это видео становится популярным, и они хотят, чтобы Дмитрий Гордон взял у них интервью. После чего они звонят ему и говорят: Дмитрий, я не знаю, как его по отчеству, Гордон, скажите, можно ли, чтобы вы взяли интервью у меня? И он говорит: ну конечно, я с удовольствием это сделаю, но вы за то, что я у вас возьму интервью, должны, допустим, политик какой-нибудь, должны заплатить мне 50 тысяч долларов. И человек говорит: ого, почему так много? Потому что я дальше объясняю. Он говорит: 5 тысяч за интервью я возьму себе, потому что мне тоже хочется жить. 10 тысяч долларов я заплачу в информационные, популярные новостные издания, куда я буду вас печатать. Еще 20 тысяч долларов я заплачу тем людям, журналистам, которые на меня работают, которые напишут эти статьи и которые публикуют. А еще я заплачу деньги для того, чтобы это все пропиарить в Телеграме, для того, чтобы это увидели в Вайбере, для того, чтобы купить рекламу продвижения в YouTube на сторонних сайтах данного видео и так далее. Поэтому я-то заработаю 5 тысяч долларов, а вы для того, чтобы стать знаменитым, должны заплатить эти деньги. Видите, как это устроено? И это говорит о популярности? Нет, это все механический, технический процесс развития бизнеса в инфопространстве. Вот это так устроено. Когда, допустим, один из писателей, который написал Шарма, да, «Квадрант финансового потока», кто это был? Робби Шарма или как его там звали? Робин. До того момента, пока этот человек запустил свою книгу, он поставил баннеры, взял в аренду по Америке во всех книжных магазинах баннеры, вернее места, заплатив за 1 квадратный метр по 200 долларов. И на протяжении 1 года, поставив баннеры со своей фотографией, держащей в руке книгу «Квадрант денежного потока» или там «Богатый папа, бедный папа», при этом он написал внизу: скоро выйдет бестселлер, там, и назначил дату. И
насколько я знаю, заплатил около 10-12 миллионов долларов на раскрутку за 1 год данной книги, после чего обратился к редакторам и сказал: вы хотите, чтобы права на публикацию данной книги было у вас? И ему сказали: да, хотим, сколько вы хотите. Он говорит: я хочу, из-за того, что это распиаренная и распопуляризированная книга, я хочу, чтобы издание или издательство заплатило мне 20 миллионов долларов. То же самое делают все. Если сейчас зайти на новостные сайты Российской Федерации, новостные сайты какие-нибудь там сторонние, американские, российские и так далее, то можно увидеть новости, которые публикуются о Филиппе Киркорове или о Лободе, или о ком Тине Кароль и так далее. Скажите, эти новости по-вашему бесплатно публикуются? Давайте я вам скажу. Публикация одной статьи, одной такой новости на одном новостном портале стоит от 500 долларов до 1000 долларов. И вам для того, чтобы сложить вокруг себя определенный образ, необходимо обязательно вот такие новостные статьи. YouTube, развивающие каналы, где вы будете выступать, и их нужно продвигать, какие-то там Facebook каналы, в это все необходимо вкладывать деньги. Поэтому, когда вы видите певцов, знайте, певцы-то сами по себе и петь-то, собственно, в большинстве своем не умеют. Да, в общем-то, и все, знаете, что сказал Моргенштерн Ксении Собчак? Он ей сказал во время того, когда она сказала ему: Алишер, скажите, вы хотели бы, чтобы я у вас взяла сейчас интервью? Он сказал: нет, нет, я не хочу, чтобы вы у меня брали интервью, потому что когда вы последний раз мне предлагали взять у меня интервью, то вы хотели мне заплатить за это 20 тысяч долларов, поэтому бесплатно я вам давать интервью не буду, потому что он понимает, что как человек, который имеет огромное количество популярной публики или огромное количество популярности, и за ним, и за его действием следит огромная аудитория, то любое интервью у него может быть очень популярным для человека, который будет это интервью у него брать. Ну вот, собственно, так. Поэтому, когда мы видим, как Алишер приходит, допустим, на передачу «Жди меня» или передачу там «Невесты женихов», вы должны быть точно уверены, что это не он заплатил для того, чтобы туда прийти, а ему заплатили для того, чтобы он там оказался. Ну и вот где-то это так все устроено. Поэтому, когда человек говорит: я хочу стать богатым, написав песню, сняв фильм, написав статью, поставьте тире и скажите, кто это все должен распиарить, сколько вы готовы на это потратить деньги. И вы должны знать, что это огромные деньги, которые необходимо потратить. Почему? Людей, которые написали книги по богатству или книги, подобные там Шарме, там «Квадрант денежного потока», ну, если честно, так себе книга. Таких людей миллиард. Но только он стал мультибогатым человеком. Почему? Потому что его родители были богатыми людьми и смогли дать ему возможность вложить деньги вот в такую финансовую схему заработка.